Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! На канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы» видео, посвященные удивительной лиане, которая называется актинидия. Она пока очень мало места занимает и внимания у дачников-огородников, но думаю, что со временем многие поймут, что она не уступает винограду, но не надо бегать и обрабатывать все лето против болезней это растение. Оно очень устойчиво против заболеваний. Вот, ну, хотя вредители тоже любят, так называемые вредители любят покушать очень вкусные ягоды. Ну, а я нахожусь у куста актинидии, киевской гибридная. Мне очень нравится этот куст, этот сорт. Она крупная, вкусная, практически вот начало октября, а уже ягоды заканчивают созревать, очень сладкие, очень вкусные. Внизу у меня было несколько веточек, и я их в феврале месяце разрезала на кусочки и отправила на черенки. И буду готовить сейчас эти уже черенки, маленькие саженцы, к высадке. Актинидию размножаю черенками. В этом году как раз провела эксперимент. Вот эти два росточка из 4 были в июне месяце посажены под банку. Вот они уже сейчас созревают. У них лоза ихняя хорошо. Вот, и можно будет их пересаживать. Но это вот такой вид у тех черенков, которые июньские. Здесь место у меня специальное для рассады под елкой. Здесь не жарко. Вот, и в этом уголочке растут актинидии, которые у меня из черенков. Они посажены в феврале. Я их обрезала и посадила в коробочку от торта в землю. И вот они у меня здесь. Уже пару растений я выкопала. Все прячется, потому что здесь было открыто. Было 3 растения. Кошка и кот так красиво съели. Вот приходится вот такие придумывать защитные домики для того, чтобы актинидии себя чувствовали комфортно и их не съели. Вот у них вид очень такой хороший. Сейчас попробую снять. Февральские вот растения, то есть черенки. Довольно такие вот созревшая лоза. И вот уже кустик серьезный. 3 хорошие веточки. Вот эти, конечно, растения февральские лучше. Поэтому в феврале лучше, конечно, будет вырезать веточки, которые нужно будет их черенковать. Для черенкования. Так как у меня много новых сортов. Это у меня киевская крупноплодная, киевская гибридная. Вот. И есть другие очень интересные сорта. Уже вижу результат. Вот тогда уже буду продолжать размножать и высаживать. Потому что актинидия действительно очень ценное растение и растение будущего. Мне очень нравится и на беседке, и ягоды очень нравятся. Одно только вот то, что в одной ягоде актинидии находится количество витамина С, который находится в килограмме лимонов, и причем тут никакой кислоты, очень сладкое, вкусное, это стоит того. При посадке, пересадке актинидии не буду показывать, потому что это обычная посадка. Единственное, что хочу заметить, что при посадке актинидии ни в коем случае нельзя использовать древесную золу. Я провела такой эксперимент. Мое растение под древесной золой стало желтеть и очень плохо развивается. Зато все растения, которые посажены под хорошую дерновую землю, с добавлением ложки, под каждое растение ложка идет нитромофоски, ложка столовая, ну и горсть курника, это куриный помет, вот это новое удобрение, которое заменяет даже нитромофоску, насколько, и вообще минеральное удобрение, насколько очень качественное и хорошее удобрение сделано теми, кто придумал и кто вырабатывает его. Вот это перемешивается, заливается, и сейчас как раз те сроки, когда можно высаживать актинидию.
На канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы» была тема о размножении актинидии черенками. Черенки, как обычно, сначала в коробочке, потом пересажены вот в открытый грунт и обязательно накрыты. В дальнейшем только поливы. Здесь хорошая земля. Поливы и пересадка на постоянное место вот сейчас в октябре месяце. Раиса Горяченко желает вам удачи, удачных новых растений в ваших садах, в ваших дворах, на ваших беседках. Всего самого доброго, мира и тепла вам.